Инвесторы зачастую сомневаются в том, что рынок эффективен. Даже самых стойких будет мучить вопрос о выходе из позиций на рекордно высоких уровнях. Ведь всем известная мудрость гласит: войди на минимумах, а выйди на максимумах. Маркет-тайминг – это как раз попытка предсказать движение рынка в определенном временном горизонте. Цель такой стратегии – купить или продать актив в правильное время для увеличения той доходности, которую приносит сам рынок. Рынки действительно могут упасть с рекордно высоких значений, и нам будет казаться, что мы сделали правильный шаг, отложив покупку. Но будет ли такой вывод корректным? Давайте обратимся к данным. Меня зовут Дмитрий Ватропин, я финансовый аналитик, и в этом эпизоде мы разберемся, так ли эффективна активная торговля на рынке. Может показаться очевидным, что стоит избегать инвестиций, если рынок находится на более высоких уровнях, чем предыдущие периоды. Но прежде чем принять это решение, стоит обратиться к доказательной базе. За основу возьмем рынок акций США, так как он обладает одной из самых внушительных статистических баз. Как же понять, чья доходность была выше? Акции компаний с высокой рыночной оценкой, которые торгуются выше исторических значений, или акции с компанией низкой оценкой, которые стоят на рынке меньше, чем в предыдущие периоды? Мы можем взять за основу немного модернизированный коэффициент PE, цена-прибыль, который служит одной из наиболее привычных метрик дороговизны акций компании относительно ее прибыли. Средняя добавленная доходность компании с высоким коэффициентом PE, больше 22 по коэффициенту цена-прибыль, за период с 1900 по 2015 год была ближе к 3%, в то время как такой же показатель для компаний с низкой оценкой, ниже 10,7 по коэффициенту цена-прибыль, превышал 10% в годовом выражении. То есть, доход по акциям дешевых компаний был выше 10% сферы доходности краткосрочных облигаций, в то время как доход по акциям дорогих компаний был ниже 3%. Разница более чем в 3 раза. При этом исследуемый горизонт в несколько десятков лет говорит о том, что это не разовое явление, а постоянная тенденция. Это значит, что есть прямая взаимосвязь между текущей оценкой и ожидаемой прибылью от акций. Однако не все так просто. Акции могут выглядеть дорогими относительно своих исторических значений сегодня, оставаясь дешевыми относительно будущих значений. Это главная головная боль для тех, кто занимается маркет-таймингом. Промежуточный итог. Взаимосвязь между текущей оценкой акций относительно исторических значений и ожидаемой прибылью в будущем есть. Выше цена сегодня, ниже ожидаемая доходность завтра и наоборот. Но правильно задаться следующим вопросом. Смогу ли я использовать эту информацию для того, чтобы обогнать рынок? Ответ – скорее нет. Замечательное исследование одной из канадских компаний было опубликовано около 2 лет назад. Аналитики проверили, насколько эффективно держаться вне рынка акций во время так называемого исторического пика. Исследование проводилось на основе данных по разным странам за длительный период. Исторический пик определялся как наибольшее значение рынка, предшествующей коррекции на 10% и больше в течение последующих 12 месяцев. Итог исследования оказался схожим для всех географий. Не более 3% всех исторических пиков сопровождались последующим падением рынка более чем на 10% за 12 месяцев. Говоря проще, получить убыток более 10% в течение года при входе на историческом пике инвестор мог лишь в 3% случаев. Но не забываем про коррекции меньше 10%, которые происходили гораздо чаще. В абсолютном большинстве случаев рынок либо продолжал рост, обновляя исторические максимумы каждый месяц, либо корректировался на уровень не более 10% за последующий год. Маркет-тайминг предполагает не только избегание исторических максимумов, но и попытку покупки рынка на коррекции с целью продать его дороже. В той же статье мы можем найти исследование и такого подхода. Логика исследования следующая. 2 инвестора с одинаковой суммой. Первый инвестор покупает рынок на 100% доступного капитала. Второй инвестор ждет коррекции рынка на 20%. Когда рынок падает, он покупает его на 100% доступного капитала, как и первый инвестор. При этом, во время ожидания, он использует краткосрочные государственные облигации, чтобы получать хоть какой-то процент на свои активы. Оба держат инвестиции до конца рассматриваемого периода. Удивительно, но первый инвестор будет зарабатывать больше всегда и везде. В США, Австралии, Германии, Канаде, Японии. Вне зависимости от географии, доходность первого инвестора будет выше. Второй инвестор будет проводить значительную долю времени в инструментах с низкой доходностью. Его стратегия немного защитит его от волатильности, но будет значительно проигрывать в эффективности. Главный вывод этой статьи в том, что стратегия, основанная на попытках угадать время входа в рынок и выхода из него, ориентируясь на цену относительно исторических значений, будет обречена на провал.
Стоимость рынка относительно своих прошлых периодов не может являться качественным индикатором его динамики в будущем. Даже после значительного взлета рынка и, как следствие, снижения ожидаемой доходности в будущем, рост в последующие периоды может быть высоким еще продолжительное время. Этот феномен называется моментумом. Моментум – тенденция к продолжению динамики цены сверх уже случившейся, будь то рост или снижение. Это один из 4 факторов, влияющих на динамику цены акций в общепризнанной модели Капм. Если инвестор выходит из актива из-за его высокой цены, он делает ставку против моментума, то есть против одного из доказанных академических факторов. Мы ответили на второй вопрос. Обогнать рынок по доходности, используя информацию о его дороговизне или наоборот, рекордно низких уровнях, не получится. Вероятность положительного исхода стремится к нулю. И такая стратегия не может стать успешной систематически. Существуют и дополнительные препятствия на пути маркет-тайминга и других методик активного управления. Первое. Повышенные транзакционные издержки. В попытке обогнать рынок придется учитывать не только комиссионные издержки за покупку и продажу, но и издержки внутренние, спреды, торговые задержки и так далее. Второе – это налоговые последствия. Активная стратегия предполагает больше транзакционной активности, а значит и чаще появляющийся реализованный доход. В абсолютном большинстве случаев такой доход подлежит налогообложению, что снижает впоследствии сумму для реинвестирования. Кроме того, использовать налоговые льготы за долгосрочное владение активами при активной торговле представляется маловероятным. Еще один важный пункт, который стоит упомянуть. Большую часть доходности рынок приносит за относительно малое количество торговых дней. Небольшое, но емкое исследование компании JP Morgan показывает, что доходность инвестора в индекс S&P 500 упала бы почти в 2 раза, если бы он пропустил лучшие 10 дней за последние 20 лет. Пропустив лучшие 20 торговых дней, инвестор получил бы лишь 2,5% годовых вместо 9,4%. Внимательный инвестор заметит, что активный управляющий мог пропустить не только лучшие дни, но и худшие. Конечно, такой пример является очень радикальным по своей природе, но его главная задача показать, что получить рыночную доходность можно лишь оставаясь в рынке. Давайте подведем итог. Существует прямая взаимосвязь между оценкой актива и его ожидаемой доходностью в будущем. Чем дороже становится актив, тем ниже ожидаемая доходность и наоборот. Однако эта информация не может служить надежным индикатором для проведения активной торговли. Сегодняшние исторические максимумы могут стать относительно низкими уровнями уже завтра, а локальное дно может с легкостью превратиться в уровень завышенной оценки. Использовать информацию о том, что рынок слишком высоко, избегая покупок с целью обогнать его в будущем – пустая трата времени. Принимая такое решение, инвестор может избегать не только потенциальные коррекции, но и потенциальный рост, например, за счет того же моментума. Кроме того, маркет-тайминг приведет к значительному росту сопутствующих издержек, как и любой другой вид активной торговли. Напишите о своем опыте в комментариях, а если это видео показалось вам полезным, поделитесь им с хорошим человеком. Разумных вам инвестиций!